7 странных выражений лица нарцисса. Если вы когда-нибудь находились в отношениях с нарциссом или сейчас находитесь в отношениях с таким человеком, то вы знаете, что эти люди часто не могут сказать прямо, они подают сигналы как-то завуалированно, через там намеки, не знаю, как-то вот с какими-то там полувздохами, в том числе жестами и мимикой. В этом видео мы разберем 7 выражений лица, таких демонстративных нарцисса, которыми он пытается передать вам какую-то информацию. Мы постараемся с вами придать определенное значение. Что же означают эти выражения лица? И я выбрал 7 таких мимических каких-то вот паттернов, 7 таких вот выражений лица, которые нарциссов встречаются достаточно часто. То есть это что-то такое вроде как универсальное. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем 7 очень странных выражений лица нарцисса, с которыми вы можете столкнуться, если общаетесь с таким человеком. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Первое — это презрительная улыбка. Это такая симметричная улыбка, когда с одной стороны уголок рта приподнят, глаза прищурены, так вот, то есть какой-то нарцисс демонстрирует презрение, какое-то такое превосходство. Знаете, как раньше бы в литературе бы написали кривая ухмылка. Такая вот. И вот, как правило, нарцисс использует вот такую мимику в виде такой пассивной агрессии, утилизируя там или обесценивая вас. Почему нарциссы в принципе используют эти мимические такие знаки? Потому что, с одной стороны, ты когда с человеком общаешься, не заметить его мимику невозможно. Лицо — это то, куда мы смотрим, когда с человеком общаемся. С другой стороны, все-таки, если бы он что-то сказал, то всегда можно его спросить за его слова. То есть это предполагает какую-то дискуссию. Вы можете спросить, почему ты, там, скажем, меня обесцениваешь, что значит, там, я для тебя не важна, там, или еще что-то. А мимика тут вроде как, вот я чувствую, я вижу, что ты смотришь на меня презрительно, но если я скажу, что ты на меня, например, как-то презрительно смотришь, человек всегда сможет как-то так отрицать, тебе так кажется. Просто у меня лицо такое, я не знаю, сейчас солнце посветило, я поэтому так скривился, это вообще тебя не касается. То есть, знаете, он как будто бы имеет возможность отказаться от ответственности за свои эти вот мимические сигналы. Второе выражение лица, с которым вы можете столкнуться, это когда нарцисс смотрит вам в глаза и не моргает. Как правило, вот такой пристальный неморгающий взгляд — это признак агрессии и конфронтации. Это такое правило вообще, в принципе, в животном мире. Не знаю, там у нас в культуре, знаете, когда вот боксеры взвешиваются, они друг на друга смотрят и не моргают. Это такое вот как противостояние. Но когда вы сталкиваетесь с нарциссом, который вот смотрит вам в глаза и не моргает, вы можете почувствовать скорее не какую-то агрессию, конфронтацию, сколь такую, знаете, некоторую какую-то вот тревогу. То есть дело в том, что он смотрит на вас в глаза, но при этом он не в контакте в этот момент. Как правило, вы можете столкнуться с тем, что нарцисс неосознанно как-то пытается понять и просчитать, куда дальше идет этот разговор, как он может его повернуть так, чтобы это вышло в его выгоду, как он может, не знаю, вами манипулировать в ходе этого разговора. То есть он глазами вроде бы вас удерживает, а при этом сам находится в собственных каких-то размышлениях. Он не с вами сейчас. Если вы находитесь вот в такой ситуации, видите, что нарцисс смотрит на вас так вот, не моргая, то, скорее всего, он сейчас внутренне вас препарирует и думает, каким образом вами нужно вот проманипулировать в своих целях. Напишите в комментариях: я помню этот взгляд. Если у вас есть такой опыт, когда ты вот с нарциссом разговариваешь, он прям смотрит тебе в глаза, а у тебя какой-то холодок по спине, потому что вот вроде бы вот он перед тобой сидит физически, он присутствует, смотрит на тебя, а ты чувствуешь, что человека тут нет. Третье выражение лица, с которым вы можете столкнуться, это такие, знаете, широко раскрытые глаза, такие как детские, что я вот такая бедняжка, я вообще не понимаю, что происходит. Причем это может быть, знаете, как, скажем, у женщины-нарцисса, так и у мужчины. Это может быть мужчина такой какой-то, знаете, брутальный, там, может, с бородой такой, полный, лысый, но вот он глаза открывает, и прямо вот в этих глазах вот видно как будто бы как ребенок. Мы когда широко раскрываем глаза, у нас ресницы поднимаются, мы их как бы видим в профиль, и глаза становятся еще больше от того, что они широко раскрыты. И вот ты смотришь, и такие глаза какие-то вот, вот просто истерично раскрытые, что вот вроде бы ко мне все несправедливо относятся, я такой бедняжка. Естественно, это больше всего характерно для скрытых нарциссов, или там нарцисс уязвимый тип. Это люди, которые пытаются получать нарциссический ресурс через разыгрывание роли жертвы и получение какой-то жалости от окружающих. Четвертое выражение лица, с которым вы можете столкнуться, это такая искусственная, лживая, фальшивая улыбка. Как правило, эта улыбка, она как будто бы слишком широкая, слишком какая-то напряженная. Тут, в общем, вы можете чувствовать какое-то переигрывание. Также, как правило, такая улыбка сочетается с тем, что верхняя часть лица, там мимика вокруг глаз, параорбитальная, человек глазами не улыбается. Вы понимаете, что когда вот мы улыбаемся, так вот естественно улыбаемся мы всем лицом. У нас мимика всего лица меняется, и вот улыбаемся мы не только ртом. В случае с вот такой искусственной улыбкой нарцисс улыбается очень широко, но в глазах может быть, скажем, тревога, злость, напряжение, какая-то, не знаю, такое грусть, какая-то вот эмоция, не соответствующая вот этой вот улыбке, то есть, не радость как бы. Мы, в принципе, с такой искусственной улыбкой можем встречаться где-нибудь, скажем, какой-то продавец не очень квалифицированный, которому не нравится его работа, но он
старается улыбаться, и вот видно, что нет соответствия. Или какой-то подчиненный может заискивать, скажем, перед вами. Вот. Но мы же говорим сейчас о человеке, с которым вы общаетесь достаточно близко. То есть представьте, вот, скажем, вот вы женщина, есть мужчина, который вот к вам подходит, о чем-то говорит, улыбается, и вы видите, что эта улыбка, она какая-то, такая улыбка, она обычно даже немножко пугает. То есть вот он улыбается, а это как не улыбка, а оскал какой-то, потому что в глазах что-то другое читается. Пятое выражение лица нарцисса — это такой торжествующий токсичный взгляд. То есть это не гордость за себя, это не радость своей какой-то победе, это торжествующий, но при этом такой уничижающий оппонента взгляд. Дело в том, что нарцисс постоянно находится в конфронтации, такой конкуренции с близкими людьми. У нарцисса любые взаимоотношения — это такая вот игра, очень похожа на детско-садовскую, где либо я побеждаю, либо ты побеждаешь. Как будто бы постоянно идет конкурс на любимого и нелюбимого ребенка. Соответственно, когда нарцисс находится с вами во взаимодействии, он постоянно доказывает какую-то свою правоту. Он постоянно находится в каком-то контексте, какого-то попытки увидеть свое превосходство. И вот этот торжествующий токсичный взгляд, он соответствует посланию: ага, я же говорил, вот что-то такое. То есть, если вы видите часто, что человек на вас смотрит, как, знаете, как солдат на вож, то есть с каким-то таким превосходством, что вот, конечно же, совершенно очевидно, что я прав в этой ситуации, а ты совершенно же и очень понятно, что не права, то вот это, опять же, вот такой торжествующий токсичный взгляд, который нужно воспринимать как проявление такой вот, какой-то вот пассивной агрессии, основанной на хрупкости и неустойчивости нарцисса. Ему очень важно сейчас показать свое превосходство, даже если это какое-то мнимое. Предположим, вы с ним-то и ни о чем не спорили, но он вот вроде бы чувствует, что он все равно прав, потому что он знает, о чем вы там думали. То есть он себе в голове накрутил, в чем он там прав, в чем он там победил. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые мне пишут и задают вопросы, как вести себя с нарциссом, как выйти из отношений с нарциссом, не знаю, как после этого этих отношений вообще себя вести, как возможно вернуть себе вообще веру в отношения, веру в мужчин после того, как, скажем, женщина находилась в отношениях с нарциссом и вышла из них полностью выгоревшая. По этому поводу я веду курс про отношения, где мы говорим о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях. Если ты собираешься из них выходить, то как выйти максимально экологично и как восстановиться после выхода из разрушительных токсичных отношений. Ссылка на курс есть у меня под видео, можете посмотреть общую информацию и присоединяйтесь ко мне, когда я буду запускать свой очередной поток. Шестое выражение лица, с которым вы можете столкнуться, это гримаса гнева. Это когда у нарцисса происходит вот это вот излитие его нарциссического гнева. У меня по ссылке вы сможете посмотреть отдельное есть у меня видео о нарциссическом гневе. Но вот так вот, если вкратце, то нарциссический гнев у нарцисса возникает, он его проявляет, когда он чувствует либо угрозу своей безопасности. Предположим, вы там в ходе как-то конфликта говорите, что ты знаешь, вот так, как ты себя ведешь, мне не подходит, нам с тобой надо будет разойтись. И предположим, это как-то значительно снизит качество его жизни, скажем, ему придется куда-то уйти, вот в этот момент он может гневаться. Либо, если вы в частности, как будто бы угрожаете его разоблачить, там как-то косвенно. Например, он, не знаю, там кричит, вас оскорбляет, вы говорите, что, слушай, я сейчас вызову полицию, он понимает, что приедет полиция, и все соседи узнают, что он не такой, каким пытается показаться, а вот такой вот, какого он себя хочет скрыть. То есть угроза разоблачения. В этом случае также нарцисс может проявлять этот вот нарциссический гнев, в том числе через мимику, такой вот маска гнева. Седьмое выражение лица, с которым вы можете столкнуться, это такое закатывание глаз, насмешливое закатывание глаз, такое пренебрежительное. Это такой специфический мимический какой-то вот ход, он предполагает, что у человека должна быть живая мимика, потому что просто так как бы вот так себя вести, это немножко так сценично. Но есть такие люди, у которых в принципе живая мимика, и вы можете столкнуться с тем, что человек таким образом пытается как-то вас молчаливо обесценить или даже утилизировать, он просто показывает, что вот это закатывание глаз, это как будто бы я прикрываю глаза и даже смотреть на тебя не хочу. Что-то такое вот высокомерно, какое-то такое вот превосходно, не знаю, такое презрительное. При этом мы помним, что все эти мимические какие-то сигналы являются пассивно-агрессивными, потому что человек это не проговаривает словами через рот. Он это показывает, и опять же, в случае, если вы как бы спросите, а что ты так вот глаза закатал, он может сказать что-нибудь, там попало что-то в глаз, там, или я не понимаю, о чем ты говоришь, или, наверное, это что-то неосознанно произошло. Всегда, когда вы сталкиваетесь с тем, что вот человек вам посылает какой-то такой очень неприятный сигнал своей мимикой, но при этом как-то потом отказывается вообще взять ответственность за то, что он так себя ведет. Вы имеете дело с нарциссом, который пассивно-агрессивным способом пытается на вас как-то воздействовать. Если так получается, что вы находитесь в отношениях с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, и вы узнали некоторые вот эти вот мимические сигналы, вы с ними сталкиваетесь в повседневной жизни, во-первых, я вас, конечно же, попрошу поделиться своим опытом, как вы с этим справляетесь, что именно вы замечаете и как вам кажется, что означают те мимические сигналы, с которыми вы сталкиваетесь,
сталкиваетесь. Ну, если вы хотите в этом как-то более глубоко разобраться, но есть какая-то вот проблема, что вот вы с человеком не можете никак, не знаю, договориться, вы находитесь в размышлениях, куда вообще катятся эти отношения, вы можете записаться ко мне на личную консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, вы пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Иногда нужно просто разобраться в том, что с вами происходит, потому что мы все, находясь в наших отношениях, мы предвзяты, мы не можем как-то на них смотреть трезво. А человек с нарциссическими чертами еще очень часто, знаете, подпускает такой какой-то тревожной неясности, то есть все вот эти вот мимические сигналы, они, как правило, сопровождаются тем, что словами человек говорит полностью что-то противоположное. То есть он тобой как бы восхищается, а лицом показывает, что он тебя как бы обесценивает. И вот тут очень сложно понять, где человек настоящий. Чтобы в этом всем разобраться, записывайтесь на консультацию, мы с вами разберемся. Если тема этого видео показалась вам важной и видео понравилось, поставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.